Есть в играх такая механика, когда игра предполагает, что у вас есть несколько мест, и каждый игрок втайне от других в начале раунда выбирает, в какой из них он пойдет или в какие из них он пойдет. И вот я в такие игры все время проигрываю. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmate, на столе у меня сегодня компания. Это игра, в которой вы будете магнатами, которые пытаются построить свою собственную компанию и развить ее, получить больше всех денег. А для того, чтобы это сделать, вы будете отправляться в различные места города, для того, чтобы договариваться о том, чтобы вам поставили электричество, для того, чтобы разрабатывать идеи и для того, чтобы строиться в конце концов. Также будет тратить деньги на инвестиции, для того, чтобы получать специальные эффекты. И вот кто сможет лучше всех это сделать, тот и победит в этой игре. Да, предыстория игры не очень богатая, но тем не менее игра достаточно увлекательная. Давайте посмотрим, как она играется. Итак, у каждого игрока будет свой планшетик, на нем 3 вида ресурсов. Зеленый, желтый и фиолетовый. Фиолетовый — это кристаллы, желтый — это электричество, зеленый — это, соответственно, механика. И вы за счет них будете выстраивать у себя вот такие вот карточки зданий, а также оплачивать то, что на них написано, для того, чтобы получать бабло. Каждый ход у вас будет открываться новое здание, в которое вы сможете ходить также и зарабатывать с него еще больше и больше ресурсов. Базовые здания, они всегда одни и те же, 6, но могут лежать на разных местах, и это не имеет, честно говоря, никакого значения. В каждом раунде будет открываться еще одно, вот в самом первом раунде откроется, например, вот такое. После этого игроки будут делать ставки своими кубиками, но здесь все не так просто. У каждого игрока есть такой вот планшетик, и он закрытый. И вначале у него будет всего 3 кубика, а сила этих кубиков максимальная 5. То есть вы можете отправить один кубик пятерочкой, или, например, 2 кубика двоечками, а 1 единичкой. И расставлять вы будете у себя на вот этом вот планшетике с координатами. То есть у нас есть А, Б, С, Д, Е, Ф, и потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот у вас точно такая штука здесь. То есть если, например, я поставлю кубик сюда, это значит, я захочу силой 2 пойти именно в локацию А. А дальше начнется самое интересное. Вообще, в принципе, вся игра у вас есть вот здесь на памятке, на вашей ширме, и проходит она в 4 фазы каждый раунд. Всего раундов у вас будет 9. В последнем раунде откроется последнее здание, и после этого подведете итоги и подсчет победных очков. Получать победные очки вы будете за те деньги, которые накопили в ходе игры, за финальную цель, которая в каждой игре у вас разная. Финальных целей в игре достаточно большое количество, они у вас разненькие. Например, конкретно вот это дает вам победные очки в конце игры за то, что вы находитесь в преимуществе в одной из локаций. Чем больше этих локаций, тем больше победных очков вы получите. Победные очки и деньги здесь считаются в килозолоте. Килоголд у них называется валюта. Итак, что же мы будем делать? Я вот не закрываюсь от оппонентов, потому что их по-настоящему нет. И, например, я захотел пойти вот сюда. Это хорошая вещь. Пойти вот сюда, чтобы взять 2 электричества, и пойти, например, вот сюда, чтобы набрать еще побольше ресурсов. По-настоящему мне нужно было бы отталкиваться от того, что у меня есть. Я понимаю, что многие игроки захотят побежать на самый дорогой ресурс кристаллы, и поэтому туда я, наверное, никого не отправлю. А вот мне нужно построить здание, и для этого мне нужно будет 4 электричества, а потом 2 электричества каждый ход я смогу платить, чтобы получать себе 3 плюс 5 денег. Все остальные игроки тоже делают какие-то ставки, и после этого мы открываем планшетики. Это начинается вторая фаза игры, где мы расставляемся по игровому полю. И, в частности, я отправлю 2 своих кубика сюда, 2 своих кубика сюда и 1 кубик сюда. А другие игроки также поставили 5 своих кубов, потому что у них пока тоже сила 5. Например, 2 поставили сюда, 1 поставил сюда, 1 поставил сюда, 1 поставил сюда. А это отправился, например, сюда 2 и сюда 1. В этой же фазе, как только все поставили свои кубики, мы начинаем разыгрывать все компании, начиная от А до F, а потом от 1 до 9 из тех, которые есть. И здесь мы считаем, у кого какая сила находится на каждом вот этом планшетике, на каждом вот этом вот жетончике. И в частности, видите, у нас в ячейке А 2 красных куба и 2 желтых куба. Поэтому они сдвигаются вот сюда. Оба они победили. И здесь есть понятие победы индивидуальной, то есть когда у вас реально больше всех, и совместной, вот как в данном моменте было сейчас. Эта ячейка позволяет нам обоим усилить наши кубы. И мы, красный и желтый, сдвигаем сюда. В следующем раунде мы сможем выставлять себе 6 пипок кубиков на свой планшетик. Это круто. Вот этот товарищ идет сюда и поднимает себе ресурс на 1. Видите, я угадал и не пошел не зря на розовую. А здесь у меня преимущество, я оставляю сюда и получаю себе 2 желтеньких ресурса. Там черный сдвигается сюда и получает себе 1 кубичек. Да, сила его кубов все равно еще 5, но теперь у него есть 4 кубика, и он сможет пойти в 4 разные локации, если что. Здесь они побеждают вместе, каждый из них берет себе по 2 карты, выбирает из них одну, вторую сбрасывает. И это также возьмет себе 1 карту из 2. А здесь я получу себе 2 зеленых ресурса.
Дальше начинается фаза кампании. И в эту фазу вы можете строить здания, если у вас хватает ресурсов, а также делать вклады в различные инвестиционные фонды. И, например, здесь можно вложиться в эко-дизайнера, а здесь можно в консолидацию производственников вложиться, здесь в комнату кризисов. И чтобы это сделать, вам нужно заплатить определенное количество денег. Например, вот здесь 20, 13 или 8. Если бы они у меня были, я поставил бы свой кубик на одну из них, и у меня была бы эта способность. Каждая способность работает в одну из фаз, они также разбиты на 4 фазы. Фаза подготовки, фаза розыгрыша, фаза кампании и финальная фаза. И в частности, это мне позволяло бы в финальную фазу сбрасывать одну из моих карт. Вот, например, я понимаю, что розовая как бы не очень невыгодна была бы. Я бы ее сбросил, получил бы себе зеленый и желтый ресурсы. Каждая из этих планшетиков дает вам какие-то бонусные фишечки, и деньги в них вложить обычно бывает очень прибыльно и выгодно. В частности, 2 ресурса в самом начале игры вам могут приносить гораздо больше, чем карты. Но в конце игры карты могут быть важнее, потому что у вас уже много ресурсов, у вас уже есть куда идти, есть к чему стремиться, и вы можете строить много зданий, на них зарабатывать много денег. Но в эту же финальную фазу, после того, как все построились и все сделали свои инвестиции, если у них была возможность, в эту же финальную фазу мы убираем вот эти все кубики, которые у нас выиграли с игрового поля, возвращаем их в резервы своим хозяевам. Ну и здесь тоже из 3 карт он получил 2 себе. А вот кубики, которые ничего не выиграли, в данном случае вот этот вот, они остаются на игровом поле и в следующем раунде также будут вам что-то делать и помогать. И в итоге у вас рано или поздно будет ситуация, когда у вас уже на начало раунда лежит что-то вот такое вот. Как-то вот так, потому что это кубы, которые оставались. То есть в данном случае мы понимаем, что здесь в прошлый раз кто-то выиграл 4, и у вас уже будут и кубики подрастут, вы на 8 пипок можете ставить, и кубиков будет больше, и выбора у вас будет больше. Но в каждом этом конкретном случае вы будете принимать решение для себя следующее. Вот, например, я прекрасно понимаю, что мне очень не хватает 2 желтых ресурсов для того, чтобы построить то здание, которое мне очень нужно, и оно мне в этот ход начнет уже приносить очки. Как вы понимаете, все дальнейшие здания, которые будут выкладываться на игровое поле, они круче, чем базовые. То есть, например, вот это сразу вам дает и кубик, и позволяет увеличить количество пипок на ваших кубиках вставляемых. А вот здесь вам даются все 3 ресурса, включая розовенький, который, очень ценный. То есть, кроме того, что вы здесь получили за розовенький, здесь вы получили бы еще и 2 других. И вот здесь начинается настоящая борьба умов. Вы думаете, кто куда пойдет, кто сколько поставит, кого можно было перебить. То есть, например, вот здесь я понимаю, да, что черный, может быть, не захочет вкладывать еще один кубик в надежде, что я вложу хотя бы один, и он все равно получит 2 ресурса, или не вложу ничего, и тогда он заберет все, еще получит моментальное преимущество в виде того, что он единоличный правитель этой самой области. Образно выражаясь. И здесь вы начинаете думать, что куда. При этом вы прекрасно понимаете, что вам нужны определенные вещи, и просто так раскидываться куда-то кубами не очень хотелось бы. Но, с другой стороны, в некоторых случаях может возникнуть ситуация, когда вы прекрасно понимаете, что вот то, что вам нужно, вы сейчас не заберете. Но, может быть, было бы неплохо разложиться по разным другим местам и в следующие разы получить где-то преимущество, и в том числе на халяву что-то себе отхватить. Опять же, здесь очень важный момент в том, что многие карточки вот этих производств, вот этих вот зданий, дают вам победные очки, например, за то, что вы единоличный управитель где-то здесь. И это может быть выгодно, когда вы понимаете, что, например, в конце игры уже никто не хочет получать себе лишние кубики, поставить туда и получить себе дополнительные победные очки в виде денег за эту карточку, это было бы очень неплохо. А все эти карточки еще имеют прикольное свойство, они умеют улучшаться. И в частности, например, если вот я построил себе рынок машин, потом я могу заплатить вот эту стоимость и подложить под него еще с таким же символом одну карточку. И вместо того, чтобы, разыграв 2 карточки вот так вот отдельно, за это получаете за 3 зеленых ресурса 7 и 8 денег, а здесь за 2, 3 и 5 денег, я всего лишь буду за 2 зеленых ресурсов получать 3, 5 и 8 денег. И, в принципе, можно таких карт иметь большое количество разное, которые будут вам давать различные эффекты. Плюс есть эффекты, которые зависят от розыгрыша карт, эффекты, которые зависят вам от того, как у вас заполнен планшетик, и эффекты от того, что вы тратите ресурс, как вы поняли. На всем этом вы зарабатываете деньги, которые дают вам победные очки по факту, и также можете делать инвестиции, которые вам будут приносить дополнительные эффекты. В частности, вот здесь вот вы, если у вас есть хотя бы одно максимальное преимущество где-то в зоне или их меньше, вы получаете кубик и улучшаете кубик. Да, 16 денег это может быть дорого. Но, с другой стороны, представьте себе, что если вы это сделаете во 2-м раунде, то каждый раунд вы, не выиграв ничего, если будете получать себе кубик и улучшение кубика, и тем самым наращивать свою промышленную мощь. Игра, несмотря на то, что играется 9 раундов, по-настоящему очень быстрая, поскольку все происходит одновременно. Все игроки сначала одновременно загадали, потом одновременно разложили кубы, а потом для всех игроков одновременно мы проходим по всем тайликам и смотрим, где у кого какое преимущество, кто получит ресурсы, кто улучшит кубики, кто получит себе карты. И в игре по-настоящему нужно все. Вам нужны и ресурсы, потому что за них вы покупаете себе карты. Вам нужны и карты, потому что без карт вы не сможете настроить себе движок вот этой вот вашей индустриализации. И вам нужны кубы,
Причем кубы нужны вам и по своей мощи, то есть как можно больше пипок иметь, и по своему количеству, потому что если у вас будет мало кубиков, и вы сможете выставлять их каждую шестерку, да, скорее всего, вы будете где-то побеждать. Но побеждать вы будете в малом количестве мест. И от того, насколько хорошо вы сможете распределить свои ресурсы и направить своих людей в нужные места, обыграть ваших оппонентов в этой борьбе умов, зависит, победите вы в игре или нет. Очень необычно то, что в игру могут при этом одновременно играть до 6 игроков, и она вполне нормально при этом работает. Она становится очень плотной, очень конфликтной, потому что каждый раз вас будут отжимать, если не один игрок, то другой игрок. Но, с другой стороны, также вы сможете отжать у кого-то, если будет достаточно хитрым. При этом время партии от этого не особо у игры увеличивается. А еще я хотел бы перед вами извиниться за то, что вы, возможно, видите блики на экранах. Здесь все такое ламинированное, блестящее, поэтому, возможно, наш студийный свет отражается от компонентом, и вам где-то слепит глаз, но это такой продакшн. Игра изначально японская, и у вас есть отличный вариант посмотреть на азиатский геймдизайн в данном конкретном представлении, при том, что игра работает, на мой взгляд, очень хорошо, играется весело, несмотря на то, что я сам по себе не фанат вот этой механики основной, когда вы загадываете, куда вы пойдете. Но, тем не менее, я получил огромное удовольствие от партии в эту игру. Так что, если вы хотите игру с тайными ставками, игру с экономической составляющей, в которой вы будете развивать свой движочек с одной стороны, с другой стороны, как бы этот движок зависит от того, что будут делать другие игроки, то попробуйте компанию, она вам понравится. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока!